Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим кокосово-малиновый торт. Это один из самых вкусных тортов. В нем прекрасно сочетается воздушный бисквит, кисло-сладкое малиновое желе, нежный крем и хрустящий слой из безе с кокосовым вкусом. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала испечем бисквит. Разбиваем 4 яйца, аккуратно разделяя их на желток и белок. В белки добавляем щепотку соли и начинаем взбивать. Когда появится пена, постепенно добавляем 80 грамм сахара. Взбиваем миксером примерно 3-4 минуты до крепкой устойчивой пены. Это очень важно для бисквитного теста. Во взбитые белки добавляем желтки по одному, не прекращая взбивания. Взбиваем до однородности. Во взбитые яйца добавляем в 3 подхода муку, обязательно просеивая ее через сито. Всего для бисквита понадобится 110 грамм муки. Тесто аккуратно и недолго перемешиваем лопаткой. После вымешивания тесто должно остаться воздушным и легким. Готовое тесто выкладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой. Тесто равномерно распределяем по всей форме. Размер моей формы 25 на 25 сантиметров. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Печем бисквит примерно 30-35 минут. Испеченному бисквиту даем полностью остыть и вынимаем из формы. У бисквита срезаем запеченную верхнюю корочку. Если у бисквита образовалась горка, то ее тоже желательно срезать. Готовим малиновое желе. 30 грамм желатина насыпаем в мисочку и наливаем 150 мл воды. Все перемешиваем и оставляем набухать желатин. 750 грамм свежей малины насыпаем в сотейник. Вместо свежей малины можно взять замороженную. Сюда же добавляем 100 грамм сахара. Все ставим на огонь. Целую малину стараемся раздавить ложкой. Варим на небольшом огне после закипания примерно 5 минут. Сахар должен раствориться, а малина выпустить сок и стать более однородной. Горячую малиновую массу выкладываем на сито. Малину перетираем, чтобы избавиться от косточек. Удобнее всего это делать силиконовой лопаткой. Готовую перетертую малиновую массу переливаем в мерную емкость. Должно получиться 550-600 мл. Если получилось меньше, то добавьте воды. Желатин уже набух. Распускаем его в микроволновке. Распущенный желатин выливаем в малиновую массу. Все перемешиваем. Ставим в холодильник застывать. Нужно поймать такой момент, когда масса начнет густеть, но еще полностью не загустела. Должна получиться вот такая консистенция. Желе у меня остывало в холодильнике около 2 часов, периодически я его перемешивала. Пока застывает малиновое желе, приготовим кокосовое безе. 4 яйца аккуратно разделяем на желток и белок. Для безе нам понадобятся только белки, а 2 желтка используем позже для приготовления заварного крема. Белки начинаем взбивать. Когда появится пена, постепенно небольшими порциями начинаем всыпать сахар, при этом постоянно взбивая. Всего для безе понадобится 180 грамм сахара. Взбиваем белки с сахаром до плотной устойчивой пены. У меня на взбивание ушло примерно 7-8 минут. Должна получиться вот такая устойчивая масса. В нее насыпаем 200 грамм кокосовой стружки. Все перемешиваем до однородности. Получившуюся белково-кокосовую смесь перекладываем в форму, застеленную пергаментной бумагой. Равномерно распределяем ее по всей форме. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем безе приблизительно 20-25 минут. Готовому безе даем остыть. Безе уже остыло. Проходимся ножом по бокам формы и аккуратно его вынимаем. Готовим сироп для пропитки бисквита. В миску наливаем полстакана воды и насыпаем полстакана сахара. Ставим на огонь. Сироп доводим до кипения, кипятим 1 минуту и снимаем с огня. Сиропу даем остыть. Складываем торт. На дно формы кладем подготовленный и остывший бисквит. Вокруг бисквита ставим ацетатную пленку. Бисквит пропитываем сахарным сиропом.
Сверху выкладываем частично застывшее малиновое желе. Равномерно распределяем его по бисквиту. Если залить жидкое малиновое желе, то оно впитается в бисквит и красивого желейного слоя не получится. Все ставим в холодильник, чтобы малиновое желе хорошо застыло. Приготовим заварной крем. В кастрюлю наливаем пол-литра молока и ставим на огонь. Пока закипает молоко, готовим остальную часть крема. В миску выливаем 2 желтка и начинаем взбивать миксером. Постепенно к желткам добавляем 4 столовых ложки сахара и 15 грамм ванильного сахара. Все взбиваем до побеления и увеличения массы в объеме. В получившуюся желтковую смесь насыпаем 2 столовых ложки крахмала. Крахмал у меня картофельный, но также можно взять и кукурузный. И добавляем 3 столовых ложки муки. Все перемешиваем миксером. Молоко уже закипело. Постепенно выливаем его в подготовленную массу и перемешиваем до однородности. Получившуюся смесь выливаем обратно в сотейник и ставим на плиту. Варим крем на небольшом огне, постоянно перемешивая. Очень важно постоянно перемешивать крем, так как в процессе варки он может пригореть ко дну. Варим крем до загустения, у меня это заняло 3 минуты. Готовый крем накрываем крышкой и оставляем его при комнатной температуре, чтобы он полностью остыл. Заварная основа остыла, продолжаем готовить крем. В миску кладем 250 грамм сливочного масла комнатной температуры. Масло взбиваем миксером до побеления и увеличения его в объеме. Во взбитое масло добавляем по 1 столовой ложке хорошо остывшую заварную основу, при этом каждый раз хорошо взбивая крем. Если в масло добавить всю заварную основу сразу, то крем получится не такой пышный и воздушный. Заварную основу с маслом взбиваем перед самой сборкой торта. Малиновый слой застыл, собираем торт дальше. На желе выкладываем только что приготовленный заварной крем. Равномерно его распределяем по торту. На крем аккуратно выкладываем уже остывшее безе. Сверху все немного прижимаем руками, чтобы слои склеились. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник настаиваться минимум на 4 часа, а лучше на целую ночь. Торт застыл. Вынимаем его из формы и переставляем на блюдо. Снимаем ацетатную пленку. Готовый торт нарезаем порционными кусками. Кокосово-малиновый торт получился очень вкусным, ароматным и красивым. В нем прекрасно сочетается воздушный бисквит, кисло-сладкое малиновое желе, нежный крем и хрустящий слой с безе с кокосовым вкусом. Такой торт отлично подходит для любого праздника. Очень рекомендую его приготовить, это невероятно вкусно. Если вам понравился рецепт такого торта, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.